Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Все еще покупаете печенье в магазине? А зря. Я, когда прочитала состав, все, теперь все делаю собственноручно. Сегодня поделюсь простейшим рецептом. Поехали! В миску разбиваю 2 яйца. Сюда пол чайной ложечки соли. Сахар по вкусу. Я добавлю 2 столовые ложки, потому как у меня будет еще изюм. Взбалтываю с помощью вилки, чтобы сахар смешался с яйцами. Все очень быстро. Вот так вот. Сюда же добавляю примерно 2 столовые ложки сметаны любой жирности. 2 столовые ложки. О, видите, как я? Это ты так отметил? Да. Минимум грязной посуды. И сюда же граммов 50 сливочного мягкого масла. Можно заменить на растительное. Получается вкусно и с тем, и с тем. Снова все перемешиваю. Также можно добавить какой-нибудь фрукт. У меня сегодня яблоко. Можно банан, грушу, любое. Прямо вот так вот быстренько натираю. Будет приятная кислинка. Конечно же, если яблочко, нужно добавить немножко корицы. Совсем чуть-чуть, по вкусу. Если не любите, не нужно. Сюда же изюм. Я его заранее запарила. Ну что сюда еще? Хочу орешков, которые я измельчу в блендере. Достаточно. Не сильно мелко и все же измельчены. Выкладываем в основную массу. Перемешиваю. А что так мало замесила? Да подожди, это же еще не все, Сережка. Также сюда добавляю 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Можно заменить на картофельный. Чайную ложку разрыхлителя. Так, немножечко перемешаю. И вмешаю. Сразу же вмешиваю, чтобы понимала, сколько нужно мне добавить, друзья. Оп! Овсяные хлопья стараюсь брать вот такие вот. Мелкорубленные, измельченные. Для начала добавляю граммов 100 и перемешиваю. Красотища какая. Еще вижу жидкое. Это овсяное печенье получится. Да, Сережка, это получится полезное, легкое печенье. Не сравнить то, что ты берешь в магазине. Это ж ужас какой-то. Как можно его есть? Вот какая получается консистенция. Густая такая, разваливающая. Все, немножко приминаю и оставлю буквально на 10 минут, чтобы овсянка немного набухла. Вот, тесто постояло 10 минут, оно стало намного гуще, такое клейкое. Можно формовать печеньки. Как это делаю я? А вот так вот в ложку набираю, печенье выкладываю на расстояние друг от дружки, потому как оно увеличится в объеме. А вот так вот примерно, хозяюшки и хозяева. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Опа, смотрим, что у меня здесь, друзья. Я его немножко переставила под верх, чтобы оно подрумянилось. Посмотрите, какая красота. Все. Первая партия готова, пошла вторая. Хочу, друзья, показать, какое печенье получается в середине. В середине оно получается вот таким вот красивым. Посмотрите. Пористая, мягкая в середине, а снаружи хрустящая корочка. Если любите печенье по суше, тогда делайте лепешки потоньше. И они будут прям такие хрустящие-хрустящие. Ну, я все же берегу зубы Сережки, поэтому делаю мягкое. А с молоком, друзья, это просто песня. Очень рекомендую вам попробовать приготовить такое печенье. Всем приятного аппетита и хороших жен! Да, и мужей сладкоежек, таких как у меня. Открывай рот. Я хоть там в миску тру. Да, в миску попадаешь, все нормально. Все нормально. Так же ж хочется по-быстренькому. И минимум посуды, да? Ну да, мыть-то тебе, я ж тебя жалею. Благодарю тебя. Пожалуйста. Ну а чё? Всем приятного аппетита и мирного неба над головой. Да, Серега.